Итак, Николай Анатольевич, мы с вами переместились на часть лесного кластера Российского университета спецназа. Ну и предлагаю здесь пострелять. Приступим? Конечно. Предлагаю начать с 5.45. Хорошо. Можно я с вашего автомата? Конечно, Николай Анатольевич. Сочту честь. Ну что, начнем? Ну, Стрельбу закончил? конечно. Проверим. Как вы заметили, звук практически одинаковый. Потому что в банках отличие дожигателя, наличие его или присутствие, это улавливание искр. То есть дожигатель нужен только исключительно для улавливания искр в ночном режиме. Для стрельбы ночью, соответственно. А чтобы на он звук не- влияет только первая банка. Вторая никакого значения уже не имеет. Понятно. Но на массу имеет. Конечно, конечно, имеет. Продолжим. Продолжим. Так. Это у нас Витязь. Витязь и Сайга-9. Соответственно, для гражданского оборота. Как до этого? Да? Начнем? Да. Стрельбу закончил. Ну что, попробуем что-нибудь мощнее. Опять же, обратите внимание, что звук практически одинаковый. Что на Да. этой банке, что на этой. Потому что в данном изделии она кажется больше, но здесь мы закрываем просто фальш-панелью ствол. И А звук тоже- комфортный. и эта часть панели, она же тоже работает как еще одна камера. Да, конечно. Только больше. Это немножко разная конструкция, но почти одно и то же. Отлично. Заметьте, мы стреляли с разных прикладов. ПТ-3, ПТ-1. Да. Вы обычно стреляете с ПТ-3. ПТ-3, да. А заметили ли разницу? Разницы никакой. Ну, очень хороший плюс здесь, то что на ПТ-1 сейчас есть широкая пятка, она добавляет комфорта при стрельбе. Но она на самом деле ставится и на ПТ-3. Ну У да, нас пятки универсальные. это замечательное качество этой пятки. Ну Хорошо. что, Давайте. Это у нас 7,62, на нем установлен ПТ-5. Но единственный момент, на нем установлен дульник щелевой, поэтому нам здесь нужны будут наушники. обязательно. Спасибо. Данный дульник, он хорошо стабилизирует автомат, не подбрасывает, но очень громко. Да, да, да. Для спорта великолепный. Для подавления звуков великолепный. Но не для леса. Да, и не для друзей. Как вам ПТ-5? Отличный приклад, как и всегда. Опять же, широкая пятка, которая сейчас производится.
надо добавлять очень много комфорта, потому что старый приклад, как вы знаете, был только с узкой пяточкой. И на автоматах калибра 7,62 было менее на комфортно. любителя. Штатный Понятно. автомат Калашникова был. В любом случае, сейчас отлично все. Добавилась щека, широкая Причем пятка и возможность Причем, сложить. заметьте, щека поднимается и опускается просто движением руки. Просто наушники немножко мешают. Это ничего. Вот насколько меняется высота щеки. Понятно, соответственно, для работы с коллиматором или с оптическим прицелом это очень важный. Как вам, кстати, наша рукоятка новая? Да, я тоже успел заметить, что она теперь стала обрезиненной. Добавилось комфортности. Мы стараемся. Все развивается. Ничего не стоит на месте. Таким образом, мы отстреляли все автоматы с разными калибрами. Давайте поговорим теперь по поводу самих автоматов, что мы здесь изменили. Мы, не меняя конструкции, заменили цевья, поставили крышки, поставили приклады и сделали дульники. Каждый дульник, он имеет свои особенности. Дульники типа путник, у них сброс газов идет вперед. Поэтому мы спокойно стреляли, у нас лица чистые, Ну да. нету сажи. Дульник классика для калибра 9,19, в принципе, не имело смысла делать со сбросом газа вперед, его там, в принципе, немного газа. Рукоятка стала прорезиненная. Появился приклад ПТ-5 на нескладной приклад. Также еще раз хотелось бы обратить внимание на приклад ПТ-5. Насколько просто его стало складывать и раскладывать. Соответственно, для складывания кнопка снизу, для раскладывания кнопка Да. сверху. Главное, что она стала, кнопка для раскладывания стала более заметна, и теперь Да. даже Ну, любой здесь человек невозможно сможет. промахнуться. А также я хочу обратить внимание, что вот здесь вот пластинчатой пружины больше нет, а обычная витая пружина. Для пользователя, в принципе, это незаметно, но на долговечность работы это имеет значение. Стало более надежно. Так что Ушла, и ушли блокираторы, которые теперь не Да. нужно ставить. этот приклад найдет своего пользователя. Конечно, найдет. Спасибо за предоставленную возможность показать нашу продукцию пользователям. Спасибо, Николай Анатольевич, что заехали. Заезжайте почаще. Приезжайте вы к нам, всегда рады будем видеть. Спасибо. До свидания. Да, до свидания.